Всем привет! На связи Андрей. Пару недель назад жена увидела рекламку, что будет проходить мотор-шоу. А дочь у меня очень любит автомобили, есть кого. Поэтому я решил, что неплохо было бы потихоньку ее приобщать к этой культуре. Поэтому мы здесь. Я надеюсь, и вам будет, так сказать, заочно интересно посетить эту выставку. Так как канал у нас про автомобили, я посчитал хорошей идеей разбавить нашу теорию и прохождение треков таким вот ивентом. Не скажу, что это прям лучшее, что я видел, но в целом очень достойно. Я не оператор от бога, это мой первый такой ролик, поэтому, к сожалению, снимал, как у меня получалось, да и камеры нормальной не было, поэтому все было снято на телефон. Но качество вроде приемлемое. На этой выставке были как новые, около новые, так и янгтаймеры и ретро-автомобили. А в конце видео будет еще местный дрифт. Это тоже было частью программы. Доча просто балдела с этого, так как видела впервые. А если я ее чем-то положительно удивил, значит все это было не зря. В начале выставки вы видите Nissan S30 70-х годов, который вне японского рынка имел название Datsun 240Z. А потом уже были 260 и 280. На него ставилась рядная шестерка мощностью 150 лошадей. Не все экземпляры выглядели как с иголочки. Но я так понимаю, некоторые были в оригинальной краске. Например, как этот. А сейчас вы видите Chevrolet Corvette Stingray купе 2021 года. Это среднемоторный автомобиль с V8 на 6,2 литра и мощностью 495 лошадей. А это свежая Toyota Supra, которая появилась в 2019 году и поставлялась с моторами 2 литра и 3 литра, соответственно, мощностью 258 и 340 лошадей. А это раллийная версия Ford Fiesta. Дальше за ограждением от простых смертных закрыли супер премиум лакшери класс Lamborghini Urus синий, Porsche 911 Turbo S, характеристики можете посмотреть на табличке, но я думаю, это ни для кого не секрет. И Lamborghini Huracan, то же самое. В принципе, это были единственные машины, которые вообще закрыли, которым нельзя было так нормально подойти посмотреть. Дальше вы видите стилизованную под 90-е BMW с рукой из багажника. Это BMW E31 850 V12 на 380 лошадей. Производилась в начале 90-х. Автомобиль достаточно редкий, в очень хорошем состоянии. Дальше идет а-ля полицейский Dodge Charger 7, производился с 2015 года, и моторы были от 3.6 на 300 лошадей до 6.4 Hemi на 500 лошадей, практически 490. Это Dodge Charger, тот же 7, с пакетом Scat Pack, который чуть мощнее, чем RT, но в то же время не дотягивает до Hellcat, и другой отделкой салона. Дальше вы видите Dodge Challenger на 392 блоке, Hemi, тоже пакет Scat Pack. Выглядит очень классно. Мне очень нравятся вот эти американские маслкары. Достаточно агрессивно выглядят. И звук у них приятный. Дальше идет Chevrolet Camaro, относительно свежий. Ну, смотрится более скучно, как мне кажется, по сравнению с доджами. Дальше идет два автомобиля компании Oxima. Это 211 Mercedes и Lotus Exige. Дальше идет отдел с BMW, собственно, М5 первая была, потом М2, дальше он копейка. М2 очень классно выглядит на сликах, вот ее выхлоп.
Дальше у нас копеечка BMW и новая двойка и пятерка представлены. Так, а сейчас послушаем М5 F90. Звук выхлопа, к сожалению, не успел снять. Дальше идет дрифт-кар. Я не знаю, тут компания IT Logistic, наверное, слишком много спонсоров. И просто трековый Evolution. Ну, ничего, так выглядит. А это какой-то Линкольн. Я, честно говоря, не сильно хорошо разбираюсь в этих старых американских автомобилях, поэтому, не знаю, просто огромный капот, большой мотор, машина красивая, но, насколько я понял, она идет на продажу. Ну, ничего так, необычненько. Ну, дальше просто в очень хорошем состоянии BMW M5 E60. Понятно, что ни для кого это не удивление. Просто мне понравилось, как она выглядит, поэтому решил для вас ее заснять. Дальше идет М3Е92. Очень красивая машина. Очень мне нравится этот кузов и вот как купе выглядит. Достойный салон такой весь классный, ухоженный. О, вот это настоящий ретро-автомобиль. Ford Mustang 65 года. 4,7 на 200 лошадей. Выглядит просто потрясающе. Слов нет. Он продается, пробег у него 80 тысяч. Ну, блин, здорово, здорово. Такие машины увидеть вживую, это, конечно, супер круто. От него просто веет вот этой вот эпохой, вот этим духом таким. Ну, очень, конечно, незабываемое ощущение. М3Е92 спереди. Дальше у нас идет М3Е46 красного цвета. Но мне больше нравится золотого цвета. Так, следующий у нас Е36М3. Ну, очень классно выглядит. Тут такой янгтаймер прям. Не знаю, незабываемые эмоции, когда ты вот видишь такие старенькие машины в таком состоянии. Ну, собственно, и М3Е30. Это вообще просто пушка-бомба. Потрясающе выглядит. Диски покрашены вот как раз в цвет кузова. Классно сделали. Фонари такие прозрачные с тонировкой. Просто невозможно от них оторваться. Решил еще сзади их подзаснять. Так, дальше мы решили подойти к семерке Е38 на альпиновских дисках. Это 740-я, 4.4. Блин, конечно, вот хорошо они ее отреставрировали. Ни ржавчины, ни на крыльях, ни на дверях. Классно выглядит. Свежо. Дальше идет Морган. По-моему, это Plus Six. Он идет с BMW-шным мотором B58 на 330 лошадей. Разгон до сотни у него что-то 4,2 там плюс-минус, но я не знаю, больше или меньше, как они там врут, не врут. Но выглядит прикольно и очень необычно. А это у нас Cadillac мини-лимузин. Ну, выглядит неплохо. Диски, я так понимаю, не оригинальные. Ну, такое тоже
Старенький американец. Ну, я к ним, к таким американцам спокойно отношусь, поэтому, ну, посмотреть на него интересно, но не вызывает особо каких-то эмоций. Следующий на очереди Cadillac DeVille. Насколько я понимаю, это начало 80-х годов. Выглядит очень бодро, очень приятно посмотреть на такие машины, которые так сохранили, скажем так. Вот. Своего рода тоже такие атмосферные машины. Пусть, конечно, еще не из 60-х, 70-х, где они там супер такие интересные были по дизайну, но в то же время необычно. Да, вот табличка, Cadillac DeVille, 83 год. Огромное подкапотное пространство. Собственно, моторы тоже туда там разные ставились. Ну, здорово. Так, дальше у нас идет BMW M8 Competition. Матовый цвет, свеженькая машина. Выглядит очень серьезно. Хороший, интересный дизайн. Но это лучше. BMW пятерка, E34. Огонь. Я о такой мечтал на протяжении многих лет, когда мне там было 10, 12 и так далее. Очень хотел 525-ю. Очень классное состояние. У меня машина это вызывает очень яркие воспоминания, такие положительные эмоции. Нравится мне этот кузов. А тут у нас первая шестерка BMW в кузове E24. Одна из самых, наверное, красивых BMW для меня тех лет. Купе, агрессивный вид, еще цвет такой черный на бежевом салоне. Просто огонь. Это американская версия, 633 CSI. Выглядит потрясающе просто, очень ухоженный, классный салон. Честно говоря, вот банально даже ради таких машин стоило прийти на эту выставку и посмотреть. А это уже вторая Е31 850 на выставке. Первая была черная. Ну, отлично выглядит. Очень здорово, что можно вживую посмотреть на такие легенды. И очень здорово, когда они находятся вот в таком шикарном состоянии, просто радует глаз. Опять-таки, какой шикарный салон, как они вот все для водителя сделали. Ну, как там говорят, четко, четко просто, да. А это семерка Е32. Ты на таких интересных дисках, там полки, книжки можно ставить просто. Раньше такие машины можно было встретить на дороге. Следующая на очереди тройка BMW в кузове E30, кабриолет. Блин, очень приятно смотреть на фото салона в таком состоянии. Диски, мне кажется, сюда подходят. И оптика у нее стоит Тайфун, то есть вот эти квадратные фары. Но это вкусовщина, кому-то нравится, кому-то нет. Дальше у нас идет Е90 в таком интересном обвесе. Я не знаю, что это, поэтому говорить не буду. Но выглядит очень агрессивно. Если кто знает, что это за комплект обвеса, пишите в комментарии. Относительно старенький Polo. Ну, вот такие вот они были по размеру. Сейчас, конечно, Polo размером с B3 Passat, наверное. А это можно смело сказать, что это старенькие машины. Это первые гольфы, если я не ошибаюсь. Блин, очень здорово посмотреть на такие машины вот в таком состоянии. Спасибо людям, собственно, хозяевам за то, что они поддерживают эти машины, выставляют их, чтобы молодое поколение, и такие как я, которые их вживую еще не застали, могли посмотреть. Очень здорово, конечно. Спасибо им за это, за труды. Ну, согласитесь, ведь приятно посмотреть на такие машинки. Porsche, конечно, классная машина, но мне очень нравятся старенькие машинки. Дальше у нас Jaguar с хромовой золотой пленкой. Мы все прекрасно знаем, кто уже ездил с такой пленкой, у кого была BMW. А я вживую впервые увидел, как она выглядит. Выглядит действительно очень интересно и необычно, это точно. И машина очень сильно выделяется.
Ну а дальше у нас идут Ford Mustang 2005 года, 2000. Ну, честно говоря, ничего необычного. А это Ford Mustang Shelby GT. Вот так выглядит мотор Shelby. Так это, в принципе, плюс-минус обычный Mustang там 2005 года с небольшими модернизациями. Но у него очень приятный классный выхлоп. А это Chevrolet Corvette C4. Вот так у нее устроено подкапотное пространство. Элементы подвески. Очень удобно все менять. Ну, такая, да, тоже старенькая машинка. Ну и фары решил заснять, как они выглядят под капотом в сложенном виде. А это у нас Chevrolet Corvette Z06 6.2 на 660 лошадей. Прикольный принт, колеса здорово выглядят. Как молния McQueen, да, с белыми ободочками. А это еще один Chevrolet Corvette Stingray. Мы его уже видели в черном цвете, это вот в оранжевом, средняя моторка. Багажничек тоже сзади, он, видите, маленький. В оранжевом цвете он тоже, мне кажется, очень классно смотрится, ярко так, не монолитно. А это настоящий мини-купер, до того, как его купила BMW и превратила мини-купер в макси-купер. Действительно очень маленькая компактная машинка. А это у нас Audi S5 в агрессивном таком широком обвесе. Ну, старенькая тоже машинка, там 2005 вроде года. А это то, что я назвал бешеный Passat, потому что для меня было крайне необычно видеть B8 Passat в универсале, сарай, с таким агрессивным обвесом. Ну, выглядит он действительно неплохо, но на дачу на таком, наверное, неудобно будет ездить. А это Chevrolet Corvette C3. Красный, вишневый, нет, ну, наверное, больше красный. И рядом стоит белый. C4, следующее поколение. Ну, мне однозначно больше нравится C3. Вот он не такой квадратный. Ну, как будто его рисовали больше с душой, и он, собственно, и выглядит так же. Но это лично мое мнение, вам может нравиться совсем другое. Ну и Мазератти. Мазератти с красным салоном. Ничего так. Прикольно. А еще с блатными номерами. А это, если меня изменяет память, это Jeep Compass или как-то там называется. Я не силен в этом. Но с таким вот серьезным внедорожным обвесом. Ребята, это, по-моему, Mazda MX-5. Короче, из нее все выдрали, поставили на внедорожную подвеску, он достаточно высокая, и размалевали в японском стиле. А теперь долгожданное шоу местных дрифтеров. Сначала мы снимали с этого ракурса, но потом спустились чуть попозже и засняли уже, можно так сказать, сблизи. Так что приятного просмотра.
этом, ребята, я, пожалуй, буду заканчивать это видео. Я очень надеюсь, что мне удалось передать вам дух, эмоции, вот, впечатления от этого мотор-шоу. Хоть немножечко. Я надеюсь, вам было интересно. Спасибо вам большое за просмотр. Берегите себя и до новых встреч в новых видео. А вот это раллийная машина. Это гоночная, да? Гоночная!